Я приветствую вас, представители знака зодиака Весы. Таро расклад. Что ждет или чего ждать? Таро прогноз на 10 дней на декаду с 20 по 31 мая. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. С чем будут связаны события ближайших дней? Или что, возможно, изменит ваши планы, или придется корректировать, может быть, в связи с тем, что, какая-то и тайна откроется, или для вас что-то проясняется, может быть, и вы с учетом планетарных транзитов можете захотеть как расставить все по местам. И будем, конечно, реалистами, любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, но, надеюсь, проведем приятное время и сумеете переложить на метафору карт вот те обстоятельства и события, которые вас сейчас именно беспокоят, или мы говорим проигрываются. И у нас две колоды Таро, но первая оракул Сибила. Мы не задаем вопросы, а позволим картам раскрыть те события, которые спешат в вашу жизнь. Итак, что же спешит в вашу жизнь? Какие события ожидают ваш знак зодиака до конца месяца, до конца мая? В последнюю декаду мая. С чем это может быть связано? Итак, что ждет? Или чего ждать? Да? И так, и так. С кем-то же мы взаимодействуем, правда? Ну и сами не плашаем, тоже что-то пытаемся изменить. Итак, события ближайших дней, ближайшего будущего. Первая карта на Таро – неожиданность. С чем это связано? Что ждет? Или что за неожиданности? А может быть, или пусть это будут даже приятные сюрпризы. В чем ваша сила? Что у вас получается осуществить? Или какие энергии вам помогают, мои дорогие? Может быть, и что-то исполнится. По основным сферам жизни, ваши достижения, дела, работа, бизнес. У кого-то обучение, у кого-то и документы, деньги, финансы. Личная жизнь, отношения и любовь. Опять же, смотрим энергии. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте узнавать, что же ждет. А, мои дорогие весы, вы тут кому-то не верите. Может быть, и человек вас подвел. И это было где-то для вас. С одной стороны, ожидаемо, но были надежды. Карта называется «Недруг». Я должна сказать, что вот этот оракул, он был прорисован много лет назад. И он не менялся. Но мы будем реалистами, поэтому переложим на современность. В этой колоде два недруга. Ну, вот один есть, который как бы к действиям готов, а здесь нам женщина показана, которая в мыслях что-то задумала. Знаете, тут и вы сами можете что-то анализировать, потому что, да, вот есть причина кому-то не доверять. Давайте несколько раскроем. Тут как будто не все золото, что блестит, да. Вы можете находиться в эти 10 дней, знаете, как настороже, ожидая какого-то подвоха. Это, с одной стороны, хорошо, потому что вы держите руку на пульсе. Тут не замечтаться. И совсем мечтать, я бы сказала, даже не хочется. Или не получается. Потому что есть какая-то реальность. Так вот, что это может означать? Вот эта карта. Вы знаете, тут могут быть банально какие-то вопросы, связанные с вашей семьей. Или, может быть, даже с детьми, может быть, и взрослыми детьми. И знаете, для вас, мои дорогие весы, особенно для тех, у кого действительно, может быть, уже какой-то путь жизненный пройден, и у вас семья, дети, взрослые дети, или подрастают даже дети. Здесь на вас могут оказывать влияние именно до конца где-то года. Вторая половина года может быть с этим и связана. Чтобы вы на что-то соглашались или принимали в чем-то участие. И знаете, как все средства хороши, не мытьем, так катанием могут вам тут и дифирамбы петь, или наоборот что-то обидное говорить. А это такие манипуляции. Поэтому, ну пусть это не для всех проиграется, но кому-то важно услышать. Так вот, вам вашу марку надо держать. Или в центре ваших интересов самого себя, или саму себя. Ваши планы, ваши достижения. Но для кого-то из вас может быть и так, что ребенок – это как символ начала чего-то нового или какой-то новый проект, когда вы пытаетесь обдумать,
как это обустроить, как это переложить на реальные рельсы, потому что прежняя какая-то уже стратегия, вы предполагаете, может не сработать, или вы чувствуете веяние времени, что что-то будет вот-вот меняться. Вот такое я тоже допускаю. И карта услуги. Вы можете, опять же, кому-то помогать, оказывать услугу, но вы можете искать еще и человека, который вам может быть чем-то полезен. Кто-то банально может искать няню, потому что нужно работать. Даже так может проиграться. И тогда, понятно, первая карта, вы не можете доверять. Вы можете искать сами, кстати, информацию о конкретном человеке или обдумывать какой-то вопрос. С чем это может быть еще связано? Может быть, вы получаете какую-то и известие, новость, и тут или документ вам нужно срочно какой-то оформить, или опять же документ вы получаете. Есть какая-то бумага или сообщение. Здесь по-разному. У кого-то это будет, может быть, и звонок, или напишет кто-то вам в мессенджере. Ну тогда это вы не доверяете на 100% и пытаетесь с этим разобраться. А кто-то может и получить, может быть, конверт, что вам тут нужно как-то правильно с некоторыми вопросами тоже разобраться, и, может быть, даже с позиции юридических каких-то положений, законов. И тогда вы можете с учетом карты услуги искать адвоката, юриста для того, чтобы правильно решить какой-то вопрос или проблему. Что это еще? Но поначалу как будто вы не знаете, да, и вы не доверяете. Карта старая женщина, старая дама, но имеется в виду, будем реалистами, это какой-то опыт. Это именно был какой-то опыт, и тут нужно делать правильные выводы. Здесь не поможет какой-то прежний метод, это факт, но опыт вам помогает не найти какие-то грабли. Правда, тут может быть оформление. У кого-то это вопросы по личной жизни. Ну, смотрите, эта карта называется «Свадьба». Ну, понятно же, что не все мы тут идем под венец. Хотя, может, тут у одного, у двух как раз ситуация по личной жизни. И есть еще какие-то моменты недоверия. Или, может быть, не моменты, а ключевые вопросы. И вы будете тут что-то прояснять и узнавать, как в отношении вас работает как раз закон. Такое тоже могу предположить. Но это какая-то структура. Это какие-то соглашения, подписание договоров или подписание контрактов, мои дорогие. Поэтому у кого-то из вас контракты или откуда к вам приходят деньги, заключение этих самых контрактов. У кого-то может быть пересмотр и брачных контрактов или какая-то тема, когда вам... Вот была прежняя история со знаком минус, это точно. Поэтому вы и не верите. И вы теперь ищете варианты, чтобы сделать свою жизнь более стабильной. Или адаптироваться самому, или адаптировать то, чем вы сейчас располагаете. Словно переложить, стабилизировать какую-то ситуацию, чтобы было больше понимания, благополучия, той самой надежности или якоря, когда не нужно беспокоиться ежеминутно о завтрашнем дне. Здесь есть какие-то размышления и еще и одновременно конкретные дела, которые вы будете именно прояснять. Здесь вам знание закона, наверное, помогает. Вам точно так же могут помочь важные разговоры или когда вы для себя, может быть, найдете какую-то новую форму, как по работе, да, или взаимодействие с работодателями. Мы говорили, пересматривать контракты. Но что-то вы здесь можете решить. Давайте откроем вторую карту событий ближайшего будущего. Это правда, тут какая-то перезагрузка у вас происходит. И это карта окончания, надеюсь, все правильно понимают. Смерть – это трансформация. Вы сейчас находитесь, это вы, мои дорогие. Весы, и вам может быть сложно, правда. Это я никому не верю. Мы, то есть, шли какой-то период куда-то, и вот вы пришли в итоге и понимаем, да нет, тут не все так однозначно. И правда, не все золото, что блестит, или то, что нам когда-то было обещано, вовсе так это не состоялось, или те люди, которые сегодня вроде бы к нам, или вчера скорее, которые к нам испытывали или проявляли какую-то лояльность, говорили об искренности, сегодня, может быть, и отворачиваются. Или мы видим, что нас используют, поэтому мы сами хотим трансформировать свою жизнь и максимально, может быть, как и привести мысли в порядок, так и от чего-то отказаться.
Вы как будто тут не можете действовать как прежде. С чем это связано, опять же? Серьезные карты с деньгами. Вам тут надо какую-то концепцию по финансам. Совершенно с другой какой-то возможностью решать. Или посредством каких-то новых ресурсов. Может быть, через изучение, освоение какого-то нового направления. Кто-то, возможно, меняет работу. Или если у вас личное дело, творчество или бизнес, мои дорогие весы, а тут вот тоже какая-то прежняя финансовая, скорее всего, стратегия, тактика, ну, не работает, не идет или не приносит какого-то дохода. Тут именно трансформация из-за денег. А для кого-то банальная ситуация. Работу вы сделали, а деньги вам не заплатили. Не заплатили то, что обещали, вот и все. Ты начнешь что тут думать, что же дальше, правда? С чем это еще связано? Две карты, которые об окончании какого-то периода, правда? И вот эта перезагрузка, которая вами инициируется, потому что вы видите, что, ну да, вы уже соглашаетесь с тем, что и вы могли какие-то ошибки допускать, может быть, через надежды, или когда вы доверились даже кому-то. Тут мы все разные, перекладываете на себя. Но тут буквально, если первая нам говорит карта о финале, о трансформации, а здесь нам уже памятник, то есть тут карта вдовец написана. Ну, это уже все, что-то завершилось. Уже памятник мы поставили, перевели какую-то жизненную ситуацию в опыт и накрепко усвоили какой-то урок прошлого. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Здесь кто-то может попробовать на стриженной козе вернуться в вашу жизнь опять с какими-то, хотя эта карта влюбленный человек, то есть, ну, по крайней мере, кто-то может транслировать вот как и ситуацию, чувства, состояние влюбленности. Но нам ведь не говорят, что это, ну, как вдохновение на какой-то период. Да, почему нет? Но не о надежности ни разу эта карта. Но вы-то тут оцениваете все с других уже позиций. У вас, знаете, сильная позиция в том, что вам никто не сможет одеть розовые очки или замылить глаза, или рассказать какие-то небылицы. Тут, скорее всего, вы в эти 10 дней будете расставлять все по местам. Давайте откроем вторую карту. Потому что какая-то болезненная ситуация была. И не хочется ошибаться. Вам как раз хочется что-то завершить. Я могу даже предположить, мои дорогие, что если для кого это актуально, как, знаете, мы можем испытывать по этой карте недостаток сил, упадок, энергии какой-то, да. Но постепенно, может быть, когда мы откажемся от какой-то многозадачности, вот это, кстати, карта, вы могли на себя, вот этот ворох карт, можно перевести так, что вы действительно могли участвовать в жизни кого-то или создать для себя эту многозадачность, когда есть вопросы и быта, и решение каких-то семейных вопросов, еще, может быть, и с родственниками, плюс еще ваши личные какие-то достижения. В итоге это какой-то снежный ком, который нарастает до бесконечности, и он вас буквально измотал. И вот эта трансформация, это вы ее действительно инициируете, потому что сил-то больше не хватает. Как распределить или как самого себя распределить сразу на несколько направлений. И вот это где-то карта будет говорить о том, что выздоровление от тебя зависит буквально. И пока ты не устранишь вот этот хаос из жизни, пока ты сам не упорядочишь, не сделаешь эту жизнь для себя более понятной, то и не будут происходить какие-то позитивные перемены. И здесь действительно вот эта стриженная коза, тут может кто-то пытаться, ну так, слегонца, дай-ка я попробую еще раз к вам обратиться, вот может какая-то конкретная персона и транслировать что-то приятное. Давайте посмотрим, с чем же это может быть связано. У нас переворачивалась эта карта. Тут, правда, какая-то карта жена, так называется. Тут какая-то история личной жизни. Давайте перемешаю еще раз карты. Может быть, это и личная история. Может быть, это как возвращение того человека, с которым у вас были какие-то контакты, личная связь. Что это сегодня? Ну, тут все равно какое-то продолжение, по крайней мере, продолжение контактов. Или, вы знаете, тут какие-то интересные отношения могут быть. Знаете, когда... Может быть, и не для всех, но когда переплетаются вроде как и чувства,
и материализм, да. Тут вроде как нам про эмоции нам говорят, и ничего вроде как плохого не транслируется. Но вот эта практика, вот эта конкретика, деньги. Хорошо, как вам действовать? Но вот все равно не замечтаться, да, чтобы не было потом какого-то отчаяния. Может начинаться действительно вот все то, что я говорила, все так хорошо. И, может быть, есть какая-то поддержка, помощь. Мои дорогие весы, держите руку на пульсе, потому что реально то, что вам транслируют сегодня, это не значит, что точно такая же реальность, она будет завтра. И давайте еще пару карт по... Что это за болезненная ситуация, верность? Это может быть и с вашей стороны какая-то верность. И, кстати, по статистике я недавно прочитала, самые верные из знаков зодиака это как раз весы. Что это за болезненная ситуация? А вы знаете, вы можете тосковать как раз потому, что, может быть, это история любви. Может быть, это и не про любовь, а про работу. Когда вы в какой-то проект настолько много вложили и сил, и времени, и средств буквально, и вы, ну, не можете это оставить. А тем не менее, вот это нужно как-то завершить. И пока вы не завершите, как будто эта ситуация, она уже завершилась помимо вашей воли. Здесь ее кто-то завершил, мои дорогие. А вы можете вот печалиться, тосковать, потому что, ну как же тут все оставить? У меня действительно был период, и я по сей день верен или верна, может быть, как и конкретному человеку, так и тому делу, которым вы занимались. А вот все равно какая-то перезагрузка даже по делам. Дела через отношения, действительно, они от вас требуют новых энергий, а новые энергии, они к вам приходят, когда вы завершите какую-то больную ситуацию. Мне нечего добавить. Давайте, ну, переложите эти карты, как это откликается в вашей жизни. И карта колесница– это неожиданности. Жизнь идет вперед. По этой карте что-то будет ускоряться. По аркану колесница это может, как и человек, вернуться. Мы уже с вами раскрыли, да? Тот, который на время выпал из сферы вашей какой-то жизни, может быть, по работе или по части личной жизни, или контакты, которые прервались, а тут вдруг возобновятся. Но вы уже здесь как-то так с опаской смотрите. А тем не менее, это если все же старший аркан, тут могут быть самые разные события в виде бумаг, сообщений или просто обстановка вокруг вас словно заставляет вас принимать важные решения, потому что прошлое уже завершилось. Вот у вас эти две карты. И карта неожиданности, колесница, когда тут ускоряется что-то с прогрессом, а прошлое окончательно уходит из вашей жизни или пытается само от вас оттолкнуться. И карта буквально говорит: провожай прошлое и встречай все то, что приходит на ваш порог. И тут у каждого в своей сфере жизни. Перемены, мои дорогие, правда? В чем ваша сила? Ну, у вас сильная позиция, поэтому к вам, наверное, тут и обращаются, вас тут эти ребята, или пытаются вас как-то приобщить к тому или иному делу, к помощи, к решению какого-то вопроса. Вы сами можете, кстати, обращаться к людям, которые знающие, как к чиновникам, или к тем персонам, которые имеют определенную сферу влияния, или знают, как что-то правильно оформить, или как действовать. Разложить вот вам нужно что-то по полочкам. Но и ваша сильная позиция, карта император, говорит буквально, что помогает. Когда вы действуете по закону, когда вы не идете против закона, когда не идете против, может быть, и сложившегося менталитета в вашем обществе, где вы проживаете. Мы тут не застреваем, кстати, в кабинетах чиновников, пытаясь что-то доказывать или ну, как-то по-своему. Мы тут не ломаем ситуацию. Наоборот, мы тут должны, может быть, и почетный какой-то компромисс достичь. И тогда для вас, вы знаете, ситуация действительно стабилизируется. Вот вашу сильную позицию нужно переложить на что-то дельное, толковое и одновременно согласующееся с законом. Давайте посмотрим сфера ваших достижений. Может быть, это и есть конкретный человек, который вам помогает. Или тот, который знает, как ноу-хау. И вот смотрите, семерка жезлов, ведь опять вот все то, что мы с вами обсуждали. Тут действительно время
10 дней – это ваше личное время, имеется в виду, как и вашего творчества, ваших планов, ваших, может быть, идей, целей. И вокруг много людей. Вот эти 7 жезлов, которые нашу героиню пытаются достать буквально, она свой собственный дзен сохраняет. Отступи полшага назад, никому ничего не обещай. Не говори ни да, ни нет, ни нет, потому что по сфере работы, достижений вам нужно с чем-то разобраться. И для этого просто необходимо время. Куда-то не торопитесь. Будет тот момент, когда вам придется ускориться, но даже, видимо, в эти 10 дней не торопитесь окончательные вердикты выносить. И еще что-то будет меняться. 2 старших аркана говорит, как и о переменах первой, так и еще о каких-то прояснениях, согласованиях. Вы не можете сказать, как и да, и нет, пока вы для себя, не минимизируете какие-то риски, или что-то не стабилизируете, или не узнаете, как работает закон в отношении вас. Не рвите, если кто-то так наметил себе менять работу, не уходите в никуда. Вот я бы сказала даже так. А здесь нужно каким-то путем последовательных действий, и при этом не замечтаться, не сказать, ну ладно, я остаюсь, все, и там как пошло, так и пошло, да, и я уже не контролирую, я вроде как и расслабился или расслабилась. Нет, тут именно перемены нужно продолжать, но просто этот период вы для себя что-то проясняете. Деньги. Деньги вы получите, мои дорогие весы, деньги есть, деньги будут, 9 пентаклей. Более того, это для кого-то из вас получение гонорара, если вы, к примеру, пишете что-то, создаете, креативите, или у вас свой бизнес. Возможно, какой-то платеж задерживался, но все равно, значит, до конца месяца вы эти деньги получите. Пусть даже эта сумма была такая значимая, да, значительная, точнее. Но и вообще нас карты разворачивают в отношении правильных мыслей, подумать, откуда к вам приходят деньги. Может быть, даже какой-то дополнительный доход. И я должна сказать, что по Урану, Уран все дробит. И в этом будет подсказка: построй свой доход из нескольких источников. Или, может быть, и сохраняй деньги в разных валютах, к примеру, да. Или пользуйся разными системами. Тебе это будет помогать. Правда, это вам будет помогать, особенно с июля месяца, когда Уран перейдет в знак зодиака Близнецы. Близнецы, как и вы, это стихия воздуха. И вот все те перемены, которые будут касаться новых технологий, цифровых технологий, новых способов взаиморасчета, но также, к примеру, интернет или работа в интернет. Знаете, я не буду подробно останавливаться, потому что можно говорить долго, и наше видео будет за бесконечности. Я вас приглашаю на свой сайт «События до конца 2025 года». Оставлю ссылку в описании под видео. Но по деньгам эти 10 дней вас порадуют. Да и по личной жизни тут тоже что-то будет радовать. И здесь будет важно, опять же, правильно разделить зерна от плевел. Потому что именно король чаш, единственный персонаж в колоде, который умеет, знаете, как все то, что касается финансов и какой-то рациональности или рационализма, то он решает с холодной головой. И с другой стороны, вопросы эмпатии, романтики, чувства, отношений, именно личной жизни, любви. Вот там он проявляет вот эти все самые чувства и эмоции, но он не добавляет в решение рациональных вопросов эмоций, не делает свою жизнь путанной. И вот это в целом, наверное, как и на отношения, так и на личную жизнь, на историю. Вот такая карта выпала и дает такой совет. Но я должна сказать, тут все идет своим чередом. И для тех, кто в паре, или те отношения, которые были когда-то, тут все продолжается. Но ко всему этому ваше отношение, мои дорогие весы, уже должно меняться. Карта совет. Да, вот тут ты пока не проводи какую-то революцию в своей жизни, даже если с чем-то не согласен, пока все сохраняй. Потому что ты совсем скоро столкнешься, как и, может быть, силой каких-то неожиданностей с учетом карты колесница или каких-то проявлений. Но и не замечтайся. Потому что придется как и что-то согласовывать, идти вперед придется, себя, может быть, перестраивать или где-то по части финансов искать новые решения тем или иным возможностям, вопросам или вашим целям и намерениям. И вот
Если нам говорила семерка жезлов, да, с одной стороны, хватит и сил эмоциональных, и физических выдержать это напряжение, но не ввязаться во что-то, а надо ли на что-то соглашаться, нужно 10 раз подумать, а может быть и больше, чем 10. И где-то четверка пентаклей тоже нам говорит. Это карта жадины. Вот вам советуют быть на эти 10 дней некоторым или некоторой жадиной, мои дорогие весы. Ну, такие карты выпали. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые весы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.